Итак, приветствую вас, товарищи, на своем канале Керманбай. И в этом видео я опять буду ремонтировать Passat B3. Как неудивительно, буду менять вот тормозную систему, переднюю и заднюю. Посмотрю, что в этом получится. Короче, смысл видео: будем менять сами диски. Вот какие они у меня. Толщина вот такая вот. Где-то 10 миллиметров на глаз. 10 миллиметров. Мне уже посоветовали почему-то их менять. Кто меняет уже такие изношенные диски? Ставьте лайк или пишите в комментариях. Может, кто-то скажет, что зачем ты меняешь, еще пойдут. Может, и пойдут, но мне подсказали их почему-то поменять. Ну и, естественно, заодно будем менять колодочки. Если видно износ колодочек, вот будем заодно менять колодки. Купил я диски тормозные вот такого плана. Короче, тут толщина диска около 15 миллиметров. Это, то есть, получается, на моем диске с двух сторон, кстати, такой же самый диаметр, 5 миллиметров стерло. Я не знаю, неужели это опасно? Очень важно. Пассатоводов не так уж много, конечно, на моем канале, но кое-кто есть, интересные люди. Так что вот именно пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, блин, какой у меня шов страшный. Это, наверное, после аварии. Ну да ладно. Не в этом суть. Кстати, вот, может, номер кому надо. Заказывал вот такой. Я вот GV2181P. Какая-то фирма непонятная, или это не фирма. Ну, короче, такие вот диски. Ну, там уже по ходу движения будут доставать и сами колодки тормозные. И будем делать замену. Интересный момент. Чтобы открутить, у нас вот колодки, как эта часть называется, я забыл. Вот нам нужно сюда головку на 13. Мы вставили, да? А сюда ключ на 15. Почему не на 14, не на 13, не на 17? Именно ключ на 15. Так, сказал говняк. О, сразу мои колодочки. Ух ты. Бля, ребята, тут вообще нахрен страшно. Бля, да. Очень страшно, если честно. Короче, полный ужас. Вот это вот была наружная колодочка, да? Еще как бы, еще терпимо. Но это была вот внутренняя именно. Откуда толкал цилиндр сам. Вот, ее почти нету. Вот такие вот колодочки. Теперь я понимаю, почему мне сказали, что у тебя там все страшно. Все понятно. Так, меняем. Вот сам диск. А что мы сам диск так не вынимем, что ли? Вот здесь вот стоят болты. Вот один я как-то с горем пополам открутил. А второй вот он стоит. Он как вросший, ничего не помогает. Короче, как-то мы открутили эту все-таки шнягу. Не знаю, короче, открутили. И вот наш диск. Поворачивать руль назад не будем, так как нам еще назад эту всю хрень ставить. Да еще и закручивать. Так. А есть ли какая разница, на какую сторону? Все в пакетике. Все красивенько. Все красивенько. Вот такой наш диск. Диск новый. Не знаю, может его чем обработать надо. Ну да ладно. Короче, ставим диски, колодки и, возможно, что-то еще. Желательно, это мое мнение, желательно потом протерти наш диск какой-нибудь хотя бы сухой тряпкой. Хотя бы, ну вроде бы он не жирный. Знаете, как новое, но чем-то обработано, то ли силиконом, то ли что. Чтобы оно быстрее
притерлась к нашим колодкам. Желательно ее обтереть сухой тряпкой. И это мы, конечно же, сделаем. Снимать не будем. Ну и дальше будем ставить назад этого байду, которую мы чуть открутили. Вот наши колодочки. Новенькие. Непонятно, вот с пружинками, короче. Установили мы эту байду. Сейчас поставим колодки. И будем уже с цилиндром мучиться. Что у нас получается? Ничего у нас не заходит. Видите, даже не захватывается он. Не захватывается. Потому что цилиндр был смешанным. Был стянут, вот он стянут, насколько выдвинут. Его нужно нам затянуть аж до самого конца, чтобы его заставить. Затягивать мы будем пробовать с помощью, возможно, вот этого газового ключа. Короче, вот, стянул я все-таки наш цилиндр вниз, вниз в самое начало или в конец. Так, да ладно. Вот этот нам газовый ключ маленький нифига не помог. Помог вот такой крокодил. Газовый ключ. Только им я смог, и то я вначале чуть его сдвинул с места. Возможно, он заклинивший был. Тут уже, по сути-то, и резинки надо менять. Но у меня нету пока их. Так что постоят пока эти. Потому что мне уже сегодня ехать надо. Да, некогда. Да тут все, по сути, надо менять. И саму машину надо поменять. Еще один важный момент, чуть не забыл. Хоть в конце или в середине, как там получится вставить этот огрызок видео. Когда будете сдавливать тормозной цилиндрик, обращайте внимание на тормозную жидкость, чтобы она через верх не пошла. Вот видите, мне уже под самым верхом она. Вон. Видите? Не под самым, а уже под верхом. Нужно брать шприц и откачивать ее. Потому что ее уже замного. Если я второе колесо сейчас сниму и тоже сдавлю данный цилиндрик, оно все пойдет через верх, потечет по шлангам. Как вы знаете, тормозная жидкость это не есть хорошо, когда попадает даже на металл, там с краской даже, или она может все нафиг поразъедать. Что же важный момент, и обращайте на это внимание. В принципе, я все сделал. Так, на какие хочу рассказать, на какие нюансы я обращал при сборке, при вообще замене тормозных колодок Passat B3 спереди, передние колодки, да. Ну, то, что у меня износ самого диска тормозного был, я заменил. Ну, естественно, износ самих колодок я поменял. И смотрим нюансы при сборе, например. Или когда, например... Ладно, давайте начнем после того, как вы разберете. Нюансы нужно обращать на сам цилиндр, на пыльники, чтобы они были целые. Смазать их нужно, как это масло называется там, эфирным маслом. Например, там шприцом-то можно немножко приподнять. Не показал, я вам заранее уже сложил. И смазать эфирным маслом. Дальше у нас здесь вот направляющие. Тоже они бывают заедают. Их тоже нужно смазать, поменять вот эти вот пыльнички. У меня, кстати, вот пыльнички этим хана. Их тоже нужно заменять. Я, конечно же, этого не сделал. Что еще? Вот при сборке уже, при установке колодок, когда мы эту часть цилиндра устанавливаем, нужно обращать внимание, чтобы все пружинки были внутри. Бывает так попадает, что пружинка одна вываливается, и никто не замечает. И потом идет дребезжание колодок при наезде на ямку. А если пружинки вот все будут внутрь, то есть саму колодку будет прижимать, и дребезжания на ямках не будет. И то есть будет конкретно стоять колодки, никуда там не шевелиться, болтаться. Ну и что? Сам процесс установки завершен. Осталось поставить колесо. И у нас замена на Passat B3 колодок и тормозного диска завершена вроде бы успешно.
Потом выйдем, покатаемся. Должно все быть окей, так как сам цилиндрик не заедал. Хорошо все пошло. Изначально там что-то какое-то движение непонятно было, вернее застопорение. Короче, все закончилось вроде бы удачно. Ставим колесо, переходим на вторую сторону. Делаем такую же самую работу. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не жалейте своих подписок. Поставьте хотя бы лайк. Ну а хейтерам желаю всего хорошего. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.